Приветствую тебя на своем канале. Человечество развивается, и это факт. Когда-то у нас даже не было языка, математики, и как бы смешно это ни выглядело, но вместо слов мы издавали звуки. Буквально 100 лет назад мы были безумно рады полунадежному самолету, а сейчас для нас изучение космоса стало простой обыденной задачей, в которую вкладывают огромные деньги и длительное количество времени. Освоение космоса, безусловно, самое великое приключение человечества. Причем мы находимся в самом начале его пути. Что такое 56 лет спустя первого полета? Для человека в целом такой промежуток времени даже нельзя назвать мигом. Однако Вселенная далеко не добрая. Космос скорее очень жуткое место. Сегодня я хочу поговорить об очень жутких планетах, на которых человек никогда не найдет свое место, даже если когда-нибудь мы сможем туда отправиться. Кстати, если тебе интересно, можешь написать в комментариях свои пожелания, какую бы ты хотел видеть планету в ролике с точки зрения освоения человеком. Карат 7b. Температура на поверхности планеты, обращенной к звезде, настолько высока, что может испарять камни. С ее поверхности видно звезду в 365 раз больше, чем мы видим Солнце. Ученые смоделировали атмосферу планеты и выяснили, что, скорее всего, она не имеет летучих газов, но зато наполнена парами камней. Что интересно, на планете даже может быть подобие земной погоды. Только из атмосферы конденсируется дождь из гальки, а по поверхности текут лавовые реки. Очевидно, жизнь на такой планете обречена, потому что на обратной стороне в полной тьме стоит температура на сотни градусов ниже нуля. 51 Пегаси b. Эта планета 150 раз массивнее Земли и состоит в основном из водорода и гелия. Проблема в том, что ее поверхность нагревается в свете своей звезды до 1000 градусов по Цельсию. Эта жара порождает чрезвычайно ветреную атмосферу. Горячий воздух поднимается наверх, холодный приходит ему на замену. И все это со скоростью 1000 км в час. Конечно, на планете нет жидкой воды, но это не значит, что дождей тоже нет. Сильная жара испаряет железо, которое затем образует железные облака и проливает железные ливни на ее поверхность. Если бы была возможность побывать под облаками Нептуна, то на нем вы встретите постоянные ветры, которые овивают планету с ужасной скоростью. Реактивные потоки ветра толкают замерзшие облака из натурального газа через северную границу большого темного пятна. По масштабу ураган сопоставим с размерами нашей Земли. Конечно, под таким ветром долго не протерпишь. Если бы человек мог испытать на себе такой ветер, то, скорее всего, он был бы разорван на части и навсегда потерян в этих жестоких потоках. Однако остается загадкой, откуда Нептун находит энергию для того, чтобы породить самые быстрые планетарные ветры в Солнечной системе, поскольку находится весьма далеко от Солнца. Кстати, подпишись на наш паблик ВКонтакте, там мы размещаем буквально каждый час очень много интересного контента о космосе. Если тебе скучно между нашими выпусками в Ютубе, этот паблик не даст тебе заскучать. Ссылка будет в описании. Тот, кто назвал Венеру близнецом Земли, серьезно ошибся, лишь за исключением размеров. Венера вообще ничем не похожа больше на нашу Землю, хотя бы тем, что в атмосфере Венеры крайне много парниковых газов. Эти газы ответственны за то, что погодные условия на Венере очень негостеприимные. Атмосфера Земли в первую очередь отвечает за распределение энергии равномерного тепла, которое мы получаем от Солнца. Но на Венере все происходит противоположным образом. Вместо нагревания планеты до тропического климата, атмосфера Венеры просто перенагревает ее. Она настолько жаркая, что даже суровые спутники и зонды долго не выдерживают и выходят из строя. До определенного времени нам мало что было известно о Венере, пока Советский Союз во время космической гонки не запустил программу Венера. Поскольку плотная атмосфера Венеры не просматривается в видимом нам диапазоне, мы никак не могли разглядеть, что ж там за поверхностью близнеца Земли. Даже ходили слухи, что на Венере живут чудесные жизни формы. Когда первый зонд приземлился на ее поверхность, он сразу нам дал понять, что дивного нового мира там просто нет. Более того, поверхность планеты настолько сурова, что самая долгая жизнь зонда составляла 127 минут.
пока он не умер страшной смертью. Каково было бы жить на Венере? Я думаю, не весело. Вы бы моментально задохнулись ядовитым воздухом и были раздавлены огромным атмосферным давлением. Затем сожжены высокими температурами, после чего растворены в концентрированной серной кислоте, из которой на Венере состоят облака. На самом деле еще можно много разобрать планет, но всему, как говорится, свое время. Ставь лайк, если тебе понравилось это видео, не забудь подписаться на канал. Спасибо за просмотр, пока!